Всем хай. Поступил вопрос насчет эллипса. Вот что у меня получилось. По параметрам. R1. Угловой старт. Угол это вот этот. Я взял шаг по углу, потому что разница между длинами хорд будет не такая большая, как по x или по y. R2 шаг угла, R3 конечный угол. Конечный угол это полный оборот идет. R4 радиус инструмента, R5 радиус зуба, R6 большой радиус эллипса, R7 малый радиус эллипса, R8 это зазор между инструментом и эллипсом, R9 стартовый Z, еще будет шаг по Z, R10 шаг по Z, R11 конечный Z, R12 припуск. Как рассчитывается эллипс? Согласно справочника высшей математики, там есть такая картинка. Радиус, приведенный к большому радиусу, при пересечении малого радиуса дает y точки эллипса, а проекция этого радиуса на ось x дает x точки эллипса. Поэтому я и рассчитывал. X точки эллипса равен R6 на косинус R1, а y равен R7 на синус R1. Получается всего одна строчка. Здесь пришлось использовать G41, то есть коррекция на радиус. Первый while это у меня идет по Z цикл, а второй while это есть обход всего эллипса. Вот что получилось. Но в вопросе у меня стояла еще закатка по радиусу. Вот программа закатки по радиусу. Здесь у меня меняется только шаг по Z. Вместо по Z даю шаг по углу для закатки радиуса, чтобы равномерный шаг был по линии радиуса. R9 стартовый, R2 шаг, R10 шаг по углу для радиуса, R11 конечный угол для радиуса. И R12 это R, радиус закатки. Тут в принципе у меня вот расчет идет на Z. И ОФФН рассчитывается. Это вот получается здесь проходит линия контура. И от этой линии контура отсчитывается ОФФН, припуск. Здесь у меня расчетный получается с плюсом, поэтому я здесь поставил его с минусом. Фреза заглубляется в зависимости от этого угла. Первый while Z, R9 и R11, а второй while это проход по эллипсу. Смотрим, что получилось. У меня тут все то же самое, только шаг забит по углу.
Всем удачи, всем пока.